Предлагаю подписаться в мой бесплатный телеграм-канал. Скоро там будет очень жарко, поверьте. Всем привет, с вами Оля, вы на канале Шитие Мое, и мы продолжаем работать с вот этой интересной блузкой. Это уже 4-я часть, однако первые 2 части это были как предисловие, то есть я находила варианты, находила решения построения этой выкройки. И в 3-й части я уже показала построение основных деталей, то есть это цельнокроенная, ну, либо можно назвать ее кокетка, либо просто цельнокроенный верх, то есть вот так вот с плечом, вот они эти детальки. И мы с вами выкроили полочку и спинку. В этой части я хочу показать, что какую ткань я подобрала. Вообще, как бы было заявлено на сайте, я покупала на сайте, было заявлено, что это блузочно-плательная ткань или плательно-блузочная, в принципе, неважно. Но по тактильным ощущениям, по тому, как она себя ведет, эта ткань, она достаточно мнущаяся, достаточно легкая, она похожа, очень похожа на штапель. Поэтому, в принципе, штапель тоже для такой блузочки можно использовать. Я разложила свои детали только для того, чтобы понять, хватит ли мне на, во-первых, на верхнюю деталь. Тут нужно будет со сгибом немножко по-другому выкладывать. Значит, рукава, 2 рукава со сгибом. И полочка и спинка тоже со сгибом. Значит, я сделала вот таким образом. То есть ткань у меня сложена в этой части в 4 сложения, только для того, чтобы мне вот так положить и понять, с припусками войду я или не войду, да, и чтобы я вошла не только вот так полочка и спинка, но и 2 рукава. То есть я поняла, что я вхожу, у меня входят вот эти детальки, и эта часть, то есть остатки у меня еще будет, я еще буду кроить воротничок, стоечка, будет оборочка по воротничку, и будут манжетики, и по манжету тоже будут оборочки. И я думаю, что завязочки у меня будут пришивные, поэтому я очень надеюсь немного сэкономить. Ну и, конечно же, еще на оборочке. То есть я очень надеюсь, что у меня хватит ткани на оборочке. Оборочки у меня будут и по воротничку, и по манжетику. В общем, о ткани рассказала. О раскладке мы поговорим попозже, потому что вот эти детали нужно будет иначе выкладывать. Ну и эти тоже я просто разложила, чтобы понять, хватит ли мне ткани. Значит, теперь хочу поговорить, то есть сейчас измерю, сколько у меня ткани. Здесь у меня 104. Продолжаю. Ну вот, можно сказать, 1,5 метра, ну чуть-чуть с хвостиком. Наверное, 155 примерно. 150. Да, 155 сантиметров у меня. Ну, здесь в любом случае будет какая-то погрешность, то есть неровность ткани и так далее. Значит, сегодня в этом видео я покажу построение воротничка, стойки и построение манжета. Построение воротничка у меня будет, ну, необычное, не такое, как показывают в интернете. Я покажу воротничок на основе горловины. Я пока сейчас убираю все детали, кроме верхней части полочки, убираю ткань. Беру кусочек кальки. Не смотрите, что она помятая, я ее специально помяла, чтобы она мне не скручивалась и не раздражала меня в процессе работы. В общем, смотрите, я прикладываю, ну вот здесь вот краешку, здесь у меня еще будет манжетик. Я прикладываю таким образом, чтобы мне еще, во-первых, я хочу еще сделать обтачку на каплю, то есть я не хочу ее обрабатывать бейкой, я хочу ее закрыть обтачкой. Обтачку можно, в принципе, прорисовать и до конца, то есть полностью вот так по горловине. Здесь у нас будет стоечка, но это можно сделать при желании. При желании можно сделать только для капли обтачку, но можно вот так вырезать полностью по всей горловине. То есть это как бы на ваше усмотрение. Можно сделать эти детали, верхние детали и спинку и полочку двойными. То есть вот эти детали можно сделать двойными и сделать вот здесь закрытый шов, чтобы шва не видно было ни с изнанки, ни снутри. Но это уже если у вас достаточно ткани. Я думаю, что у меня ткани не хватит, поэтому я буду экономить. Значит, что я делаю? Я просто вот так прикладываю, ну, максимально к краю, да, вот так вот прикладываю свою полочку, выкройку полочки. Беру маркер,
и обвожу горловину. Но я обведу ее вот так вот пунктиром, потому что эта линия у нас будет временная. Обязательно какую-то часть плечевой линии вот так продляем ее дальше. Теперь я обведу низ, ну примерно 3-4 сантиметра. Это у нас будет сгиб, вот здесь сгиб, вот эта часть. И вот она капелька, то есть капельку я тоже обвожу. Ну, капельку можно обвести уже вот так вот полностью. В принципе, все. Убираю горловину, то есть полочку. Смотрите, вот она наша капелька. Вот она наша капелька. И вот это у нас будет сгиб. То есть, опять же, полочка будет цельная с разворотом. Да? Капельку можно сделать поменьше, можно побольше. Это уже ваше дело. Ширина обтачки тоже на ваше усмотрение. Она может быть и 3 сантиметра для такого изделия. То есть это не для горловины обтачка, это просто для капельки. Ну, я, допустим, от сгиба вот сюда откладываю 4 сантиметра, а здесь она у меня будет 3. То есть вот получается, ну, либо вот так можно сделать плавненькой полудугой, да. Это если мы будем делать обтачку только для капли. Не забывайте, вот здесь будет сгиб у нас. Сгиб. Но, я уже повторяюсь, если вы желаете сделать полностью обтачку, вы можете сделать вот так. Просто вот так вот произвольной линией, ну вот чтобы вот эта вот часть, она была достаточно одинаковой, да, равномерной. И вот так вот она у нас будет цельной. То есть это уже ваше дело. Я же буду делать вот именно вот эту обтачку. То есть я не буду делать полностью по горловине, а буду делать именно вот такую. Вот эта линия может быть совершенно прямой, может быть вот такой изогнутой, как у меня. В общем, вот так. Теперь вот у нас горловина. Как нам сделать стойку? Я сейчас возьму другой маркер, другого цвета. Смотрите, вот она наша линия плеча. И от горловины по линии плеча я откладываю 1,5 сантиметра. Смотрите. Не в сторону шеи, а наоборот, да, вот сюда 1,5 сантиметра, вот она точка. И от центра горловины вниз я тоже откладываю 1,5 сантиметра, сюда 1,5. И теперь мне нужно эти точки свести вот к этому закруглению. То есть вот она моя точка, и я веду к закруглению горловины. То есть нам нужно сделать эту линию более такой плавной и развернутой. Обратите внимание, ничего не нужно высчитывать, никаких формул, ничего не нужно рассчитывать. Единственное, что нам еще нужно сделать, это измерить росток, то есть измерить горловину по спинке. Измеряем. У меня ровно 9 сантиметров. Значит, я беру линеечку. Вот идет моя линия, смотрите, вот она идет горловина, вот она идет линия, и я по прямой продляю дальше эту линию. И от линии плеча я отмеряю то, что сейчас измерила, 9 сантиметров. Вот они, 9 сантиметров. Вот прямым углом, вот сюда я провожу прямую линию. Так. Вот в этом месте я, конечно, здесь немножко зря нарисовала, слишком густо, слишком черно, да. Я вот так сейчас прикрою. И уже от этой линии, от новой линии, которую я прорисовала синим маркером, вот так под прямым углом мы прорисовываем вот такой уголочек. То есть эта часть у нас будет совершенно ровной. Никакого скругления, ничего. И теперь мы с вами решаем, какой ширины у нас будет стойка. Допустим, у меня стойка будет 2-2,5 сантиметра. Ну, давайте возьмем 2,5, если что, я потом могу вполне срезать какие-то 0,5-0,3. Значит, я вот так по всей горловине лучиками, по новой линии, да, по синей линии я отмеряю 2,5 сантиметра. Вы же можете отмерить и 2 сантиметра, и 1,5 сантиметра. Но я думаю, что 2,5 самая такая оптимальная, особенно если вы новичок. Удобная ширина. Шире не советую, потому что у нас еще будет оборочка и будет слишком вот так вот, ну, все-таки, да, будет слишком упирать в шею. Тут еще зависит, какая оборочка будет, какой ширины. В общем, прорисовываем мы с вами
нашу стоечку. Вот она, наша стоечка. Что касается нашей обтачки, мне же ее нужно продублировать, потому что я ее сейчас как бы, получается, испортила, да? Вот я сейчас возьму и перерисую. Вот она у меня первая линия, капля, сгиб, это сама обтачка и нижний срез. Так, вот получается у меня горловина. Вот здесь я пишу сгиб, а здесь горловина, чтобы не запутаться, да. То есть вот она у меня будет обтачка со сгибом, и вот она наша будет воротничок наш, да. То есть мы можем его вырезать. Значит, смотрите, здесь мы напишем. Так, вот здесь у нас будет сгиб, мы обязательно напишем, это будет горловина, то есть это вот будет вот в эту часть, да. Ну и эта часть, я думаю, что понятно, здесь у нас будет к шее, ну, на всякий случай сделаем, как говорится, пометочку. И можно вырезать наш будущий воротничок, стойку. Что касается оборочки, оборочка это просто прямая линия, мы ее будем, то есть прямоугольник ткани, ширину мы опять же определяем сами, каждый для себя, ну или насколько нам хватает нашей ткани. Значит, это прямоугольник. Я буду делать его в 2 сложения, то есть у меня не будет обработка какая-то по краю. Я буду просто делать в 2 сложения и запаковывать уже в стоечку. Собирать на нитку и запаковывать в стоечку. Итак, я вырезаю, сразу вырежу обтачку, вырезала горловину. Сейчас мы с вами нарисуем манжетики и тоже сразу вырежем. Вот эти детальки главное не потерять потом, очень будет обидно. Так, и теперь, ну давайте из этого же, на этом же кусочке прорисуем манжетик. Что касается манжетика, если у нас не будет нахлеста, не будет здесь никакой застежки, ни кнопок, ни пуговиц, а будет завязываться на шнурочке, то я советую сделать манжетик в стык. Значит, мы берем с вами, измеряем обхват запястья. Я сейчас шью не на себя, а на свою дочь, поэтому смотрю, то есть беру ее данные. У нее 18 сантиметров обхват запястья, но для начала мне нужно провести вот так прямую линию, вот так прямую линию, чтобы как бы от этого исходить. Я советую на свободу все-таки к обхвату запястья прибавить пару сантиметров. Почему? Почему так мало? Потому что где будут завязки, здесь будет узелочек, и между узелочком будет еще 1-1,5 сантиметра между вот этой шнуровкой. То есть этого будет достаточно на свободу. Поэтому к 18 я просто прибавляю 2 и получаю 20. 20 сантиметров у меня будет ширина или высота моего манжета. Да, ширина, правильно сказала. А высоту тоже вы определяете сами. Это может быть и 4 сантиметра, то есть маленький аккуратненький манжетик. Это может быть и 10 сантиметров. Тут уже смотрите сами. Я, наверное, все-таки вот так на глаз, навскидку беру 7 сантиметров. 7 это самая такая оптимальная ширина манжетика. Ну, здесь еще будет оборочка, будет очень красиво. В принципе, все. Здесь никаких нет дополнительных деталей. Можно, конечно, скруглить, но если у меня воротничок без скругления, то и здесь я тоже скруглять не буду, потому что здесь у меня будет оборка вшита внутрь. Вот. Мы можем написать сгиб, вот так. Мы можем написать низ, а это к рукаву. Хотя они одинаковые со всех сторон, но на всякий случай, вдруг вы, допустим, ну, любите, да, когда вот эти вот все нюансы прописаны. Почему бы нет? В общем, я вырезаю сейчас манжетик, и мы уже будем сейчас приступать к раскрою на ткани. Ткань я раскладываю на изнанке. Тканька очень интересная, посмотрите какая, да, вот вот здесь вот будет сборочка, и вот эти вот висюльки, как не спадающие капли, будет очень красиво смотреться. Ну, я очень на это надеюсь, по крайней мере. Итак, я должна сейчас сложить ткань таким образом, чтобы у меня вошли вот эти детали. Сначала я буду выкраивать спинку, потом полочку, но я хочу сделать это на одном уровне. То есть максимальная экономия ткани, потому что ткани у меня немного.
155 сантиметров. Ну, можно сказать, что 150, потому что на, как говорится, усушку-утруску. Вот видите, я раскладываю, вот здесь у меня ширина одна, а здесь уже уходит штапель. Поэтому как раз вот эти мне 5 сантиметров и очень-очень пригодятся. Я их не могу выровнять, то есть я не могу их сейчас сутюжить и сделать как-то вот так. Почему? Потому что ткань уже прошла ВТО, то есть она уже постирана, выглажена, то есть уже с ней ничего не сделаешь. Если я сейчас начну его выглаживать, вытягивать, выравнивать, то когда девочка будет носить, то есть после первой стирки, ткань встанет так, как ей удобно, и изделие будет перекошено. То есть клиент, если он не владеет техникой ВТО, то он не сможет правильно выгладить изделие. Поэтому лучше сделать так, вот как она выкладывается, так мы и будем выкладывать. Значит, для начала я беру, что у меня тут спинка, со сгибом вот так. Смотрю, чтобы здесь у меня было на припуск, хватило. Ну, чтобы прям вот максимально экономно. Сюда, чтобы припуск вошел. Чуть-чуть ниже. Вот так. Можно, конечно, приколоть булавочками, потому что ткань все-таки нестабильная, очень мягкий штапель. Итак, приколола. Я, кстати, не сказала, буду работать с каждой деталью отдельно, чтобы именно вот так выкладывать, чтобы ткань не деформировалась, чтобы потом блузка не деформировалась. Значит, я делаю прибавку, то есть припуск на шов примерно 1,2-1,5 сантиметра. Лишнее всегда можно срезать при желании, да, если что-то пойдет не так. Смотрите, я буду обрабатывать свою блузку, то есть все швы я буду обрабатывать на оверлоке. Но рядом с оверлочной строчкой я буду обязательно прокладывать прямую строчку, как закрепочную. Поэтому мне здесь нужно, ну, примерно 1,2, 1,5 это максимум. Но у меня примерно получается 1,2, 1,3. Вот так на глаз. Даже можно проверить. 1,2. Аккуратненько, чтобы ткань не деформировалась, несмотря на то, что я ее сколола, выкройку сколола с тканью. Кстати, что касается горловины, здесь можно поменьше, достаточно будет 1 сантиметра, для того, чтобы пришить воротничок, стоечку. Плечевую линию я тоже беру 1,2, здесь ничего не меняется. Лучше больше, чем не хватит. В принципе, все можно вырезать, не откалываем деталь, просто вырезаем так, как она у нас сейчас находится. Потому что если мы сейчас отколем, то можем опять же деформировать. У нас ткань в 2 сложения, и она у нас может поплыть. Так, ну пока тоже не откалываю. На том же уровне я складываю еще раз 2 сложения. Опять же, стараюсь выровнять все ровненько, чтобы мне хватило на все детали, да, чтобы не было перекосов никаких. Вот так вот сейчас все тщательно выкладываю. Кстати, если говорить о тканях, мне, например, с шифоном работать намного легче, чем со штапелем. Кому-то со штапелем работать легче. Ну вот, не знаю, может быть, из-за того, что я уже долго работаю с шифоном, то есть у меня уже как бы есть опыт работы с шифоном, у меня не возникает проблем его выложить. А вот со штапелем почему-то, ну, мне кажется, что он такой прям капризный. Ну, не знаю, может быть, я, конечно, предвзято отношусь к штапелю, потому что я, в принципе, не люблю натуральные ткани, именно из-за того, что они мнутся. Хотя, могу сказать, девочки, что буквально на днях я купила штапель, даже скажу, со скидкой получилось 600 рублей за метр. Я купила 1,5 метра, это со скидкой в 50% скидка. То есть штапель стоил 1200, представьте себе. Но качество там просто шикарное. Он вроде как на ощупь штапель,
но он намного приятнее, намного шелковистее, и он менее сминается. То есть вот он мне понравился, и принт такой, знаете, звериный. Я потом обязательно как-нибудь покажу. Сегодня мы не об этом. В общем, вот я выложила свою деталь. Так, я сейчас скалываю, обвожу, вырезаю. Ну, уже, наверное, может быть, за кадром. Вот из этого выпада можно будет сделать обтачку. Ну, тут еще посмотрим. То есть все, экономия прям у нас сегодня полным ходом. У меня, по крайней мере. Так, ну для начала я обвожу. Но можно здесь на каплю дать, ну, примерно 0,5. Да, я все-таки, наверное, дам сюда припуск на шов. Ну, буквально вот 0,5. Я думаю, что будет достаточно. Ну, чтобы не сильно расходилась капля. Горловина 1 сантиметр, все остальное 1,2. Кстати, мне нужно не забыть, вы тоже на это обратите внимание, уходит, исчезает у вас ручка или мелок от пара утюга или нет. И у меня, например, не исчезает. То есть вот эта ручка, хотя заявлена на сайте была терморучка, то есть должна исчезать от пара утюга, но она больше проявляется. То есть она пишет синим, а когда паром придаешь, она становится черной. Поэтому мне нужно эти детальки все еще раз постирать будет, прежде чем кроить. Кстати, при выкройке таких больших деталей будьте внимательны. Я советую не складывать ткань сразу в 4 сложения, а сложить в 2 сложения и выкроить полочку и спинку отдельно, несмотря на то, что они у нас совершенно одинаковые. Почему? Потому что когда мы складываем в 2 сложения, мы можем точно убедиться, что ткань не перекосила. Если мы сложим в 4 сложения, мы можем не заметить, что какой-то слой где-то лег неправильно. Поэтому я буду выкраивать именно так. То есть сложила в 2 сложения, выкроечка, то есть сложение должно быть ровно по выкройке плюс припуск на шов. И еще, если вы все-таки сомневаетесь, что здесь будет что-то давить, вы можете углубиться вот сюда по переду на 1-1,5 сантиметра. Но я думаю, что при такой сборке вот эти 1,5 сантиметра или этот 1 сантиметр никакой роли не сыграет. Я сейчас скалываю, опять же, полочку или спинку, неважно, скалываю лиф, прикалываю к ткани и с припусками буду выкраивать. Кстати, к нижнему срезу я тоже прибавлю примерно 1,5 сантиметра, мне на подгибку хватит. Ткань достаточно тоненькая, здесь подгибка широкая не нужна. К пройме я прибавляю 1 сантиметр, так же как и к горловине. Боковой срез 1,2, 1,5. Так, у нас готова, ну, либо полочка, либо спинка. То есть одна деталь лифа. Сейчас точно так же я выкрою вторую деталь лифа. Так, спинка, полочка готова. Берем рукавчик. И я сейчас вот так, ну, я тоже буду по отдельности выкраивать рукавчики. Так, наверное, вот эту сторону складываю на ширину рукавчика. Итак, я сложила ткань в 2 сложения для выкройки рукавчика. Значит, смотрите, я прикладываю, опять же, вот у меня сгиб, я прикладываю к сгибу. Здесь мне нужно смотреть, чтобы хватило на припуск, опять же, неровная. Так, и здесь что-то у меня тоже неровно сложила. Значит, я сейчас опять же рукавчик прикалываю. Приколю, обведу по контуру, ну, с припусками, да, конечно же, выкрою и выкрою также второй рукавчик уже вот здесь ниже. И мы с вами продолжим. То есть сейчас я это сделаю все за кадром, потому что видео и так получается слишком длинным.
Кстати, пока не вырезала рукавчик, слава богу, вовремя вспомнила. У меня вот этот рукав длиной, какой он должен быть. Но у меня по низу еще будет пришиваться манжет, да еще и с оборочкой. Это минимум 7-8 сантиметров дополнительно. Я буду убирать от рукава, чтобы у меня была возможность пришить манжетик, и рукав не был слишком длинный. Хотя дочь сказала, что не хочет прям вот тютелька в тютельку рукавчик, а он должен быть немного длиннее. Ну, то есть свобода, да, вот так по длине свобода должна быть. Значит, манжет у меня будет 7 сантиметров. Плюс рюша, ну сколько, 1,5-2, может быть 2,5 сантиметра рюша, да. Значит, я так, навскидку, от рукава отложу, то есть уберу 4 сантиметра. И еще я решила все-таки его немножечко заузить к низу. Чуть-чуть совсем. То есть он у меня будет не прямой, а чуть-чуть вот сюда вот зауженный. И здесь у меня будет манжет, и складочки будут достаточно, то есть сборочки будут достаточно хорошие такие. Поэтому я все-таки уберу. Значит, убираю по длине 4 сантиметра. И заужу рукавчик. Вот все идет на ходу, все мысли эти приходят на ходу. На 3 сантиметра я заужу. Ну, прям вот совсем-совсем чуть-чуть. Все, я сейчас сначала вырежу бумажную выкройку, а потом уже поправлю, булавочки перенесу вот сюда, поправлю уже на ткани, да. Опять же с припусками вырезаю уже новый рукавчик. И сейчас складываю еще раз ткань в два сложения, вырезаю по нему же второй рукавчик. Рукавчики готовы. И теперь нам осталось выкроить мелочевку. Манжетики, обтачку и воротничок. Кстати, обтачку, конечно, можно выкроить и по нашей выкройке, а потом подогнать. Но я все-таки решила, что обтачку я буду выкраивать по уже тканевой выкройке, то есть уже которая у нас готовая вырезанная деталь. Почему так? Потому что я все-таки давала припуск вот сюда. И когда мы будем выкраивать по бумажной выкройке, мы можем все-таки где-то немножечко, но все-таки можем ошибиться. Поэтому я сейчас убираю вот эту вот бумажную выкройку. Значит, что я делаю? Я буду выкраивать обтачку именно вот так в развернутом виде. Выкладываю. Здесь, в принципе, можно и вот так мне выложить. Я вполне сюда вхожу. Так, значит, я обвожу прям строго-строго-строго по контуру вырезанной капли. Вот немножечко захвачу горловинку. Так. Ну и, в принципе, вот она моя капля. Сейчас пожирнее наведу ее, чтобы и вам было видно. Вот она моя капля. И вот она моя горловина. В одну и в другую сторону. И я просто делаю вот такую вот плавную, вывожу обтачку. Не буду я ее складывать пополам. Просто так приблизительно делаю с одной и с другой стороны максимально одинаковой. Все, вырезаю я свою обтачку. Кстати, обтачку можно вырезать пока без капли. Вот так я сейчас вырезаю. У меня линии останутся. И я приколю. Где моя полочка? Приколю сейчас. Вот так мы будем с вами
Вот так прикладываю лицом к лицу. Вот там видно мою каплю. Прикалываю, прошиваю. Далее вырезаю, разворачиваю, и все окей. Я сейчас ее здесь приколю, чтобы она у меня не потерялась. Моя маленькая капелька, маленькая обтачка. Так, что мы еще можем вырезать? 2 манжета, но манжетики у нас будут двойные. Так, что касается манжетика, я, конечно, здесь ошиблась, потому что манжетик у нас здесь не сгиб, а это срез. То есть, если бы я сделала со сгибом, то он у меня был в 2 раза больше. Мне такой манжетик не нужен. Вот он, мой манжетик. То есть, сгиба никакого нет. Здесь я ошиблась. Я сейчас зачеркну, чтобы не еще раз не путаться. Вот, то есть цельный манжетик вот такой. И мне нужно такие 4 детали. 4 детали отдельные. Почему? Потому что сверху мне нужно будет, то есть снизу мне нужно будет шов, чтобы вшить туда оборочку. Сверху мне нужно будет шов, то есть срез, чтобы сшить эти срезы с рукавом. То есть там тоже будет сборочка и будут рукава. Я сейчас тоже складываю ткань, вырезаю манжетики. Но я думаю, что с манжетиками все понятно, да? Я сейчас сначала, наверное, воротничок выкрою. Опять же, но воротничок у нас со сгибом, это точно. Вот здесь у нас сгиб. И у нас должно быть 2 детальки со сгибом. Вот так у меня здесь выходит. Ровненько выкладываю, скалываю булавочками, вырезаю с припусками, обязательно с припусками. То есть припуск, ну, примерно сантиметр с одной стороны, сантиметр с другой стороны. Нам нужно место, нужно припуск нужен для того, чтобы удобно все это пришивать. Чтобы не был у нас воротничок каким-то кукольным. Итак, один воротничок готов. Сейчас выкрою вторую деталь воротничка. Так, скалю булавочками, чтобы не потерять. Ну и теперь выкраиваю манжетик. Здесь у меня есть кусочки. Хватит, не хватит. Сейчас посмотрим. Ой, прям вот идеально. Ну, припуск небольшой получится вот здесь. Но, в принципе, здесь и не нужен припуск большой. Итак, манжетики я тоже выкроила. Смотрите, у меня получается один манжетик двойной. Вот он. И второй манжетик двойной. Тоже сейчас скалю булавочками, чтобы не потерять. Вот так я приколю, чтобы понимать, что это манжетик. Итак, все детали у нас выкроены, и давайте еще раз проверим, что у нас выкроено, ничего ли мы не забыли. Значит, самое главное – это верхняя часть. Это передняя часть с каплей и с обтачкой. Это спинка, можно сказать, цельнокроенная кокетка, готова. Далее спинка и полочка. Кстати, вы можете, повторяю, у меня спинка и полочка совершенно одинаковые, но если вы все-таки желаете, чтобы у вас спинка и полочка отличались, ну, сделайте 1-1,5 сантиметра вот здесь углубление по переду в пройме. В принципе, ну, я остаюсь при своем мнении, она здесь не нужна. Далее 2 рукавчика у нас. Кстати, если вы будете углублять по переду, на лифе пройму, то углубите с передней стороны и на рукавчике. У меня же рукавчик с обеих сторон одинаковый, то есть я не запутаюсь. Значит, манжеты, 4 детальки, 4 прямоугольника и 2 детали воротничка. Это все. Кроме этого нам нужно будет еще на завязочке ткань и на рюше. Вот что у меня осталось. В принципе, осталось достаточно немало. И я сейчас нарву, можно сказать, прямоугольники. В общем, слава богу, у меня хватило и на рюши, и на завязочки. И вот что у меня осталось. Это у меня на завязочке. Вот что у меня осталось, в принципе, все, что у меня прям буквально мелкие-мелкие кусочки остались. То есть прям под завязочку. В общем, я очень довольна, что мне на все хватило. У меня остались прям совсем маленькие-маленькие кусочки, из которых даже обтачечку малюсенькую не сделаешь. Вот, пожалуйста, у меня была ткань размером
155 на 150, но при этом это вместе с кромкой. То есть минус кромка примерно 4 сантиметра, минус кромка, ну вот считайте, 146 сантиметров по ширине. То есть ткани немного, но при этом я тютелька в тютельку в нее уложилась и очень осталась довольна. Я на сегодня уже заканчиваю. Если вы хотите посмотреть, как я буду сшивать это изделие, собирать, дождитесь следующей части. Я обязательно покажу, как ее собирать. И предлагаю подписаться в мой бесплатный телеграм-канал. Ссылочку оставлю под этим видео. Подписывайтесь. Скоро там будет очень жарко. Поверьте. Ну а на сегодня всем пока. До новых встреч.